Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Итак, я тут вижу, есть золотые роллы, и на самом деле мне хочется попробовать поиграть на золотых роллах, потому что у меня вот такой вот обалденный старт сейчас. Два тинкера, клокверк, еще и ЦМ-ка есть сверху. Может, это будет идеальный старт с халявными роллами, а? Не, ну раз так мне на первых раундах пришли мехи, то можно и попробовать, в принципе, на золотых роллах сыграть. Реликвии тут тоже прикольные. Короче, погнали. К сожалению, не бритый я, но ничего страшного. Я думаю, так намного брутальнее выгляжу. Надеюсь, по крайней мере. Так, ладно, ребят, все. Усаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и, соответственно, хорошего вам дня. Надеюсь, конечно, у меня все получится. Ну, вы по превьюшке все 100% и так поймете без меня, но я буду надеяться. Я буду надеяться и верить в то, что у меня получится реализовать мой план. Так, надо... Вообще, мне нужно панду найти. Мне нужно найти панду, найти в нее клевер и попробовать сыграть на удачу. Может быть, ко мне придет минер с панды, да. Либо же, может, мне придет кто? Но чтобы вертолета найти, мне нужно гнома поставить, как минимум. Опа! Опа! Ну, пока что, короче, панда нету, поэтому и смысла покупать гнома я тоже не вижу. Но у меня есть тинкер в 2 звезды, и на самом деле с тинкером в 2 звезды сейчас будет полный разнос. Полнейший. Надеюсь, сейчас на следующем раунде хотя бы резак придет. А там и может быть баф людей. А может быть и вообще темный лорд ко мне придет в 2 звезды и будет вообще тогда 10 из 10. Короче, держим за меня кулачки и надеемся, что мой план увенчается успехом. На самом деле я давно на золотых роллах не играл. Вообще давно не играл. Так, кристалл божьего посланника. Резак и темный лорд. Сюда. Вот это нам надо. Вот это вот мое. Вот это вот спасибо. Вот это бог рандома мне сейчас улыбнулся. Я, короче, возьму, наверное, кристалл божьего посланника. Может, у меня получится нормальный предмет, хотел сказать, стырить. Не, ну если бы кристалл этот тырил предмет, это было бы жестко. Кстати, не один такой я скилловый, там еще и парень тоже есть, который нашел себе тинкера в 2 звезды. Неприятно, конечно. Я думал, я один такой особенный. А нет. А нет. У бога рандома свои, скажем так, коррективы. Ну ладно, ничего страшного. Я знаю, что для бога рандома я любимчик. Поэтому уверен на 200% в этом. Что сегодня мне повезет. Блин, ну тут на самом деле классные легендарки есть. Тут даже омник есть. Я бы хотел на самом деле попробовать и омников 3 звезды собрать, если получится. Так, пока так себе. Может быть сейчас инвестиция в лучшее будущее ко мне придет. А может у молодого 2 темных лорда пришло. Понимаю. Угу. Ну ладно. Ну ладно. Так, что мы видим здесь по реликвиям? На самом деле здесь обалденные реликвии. Есть сумка, есть мамора. А можно и через вертолета поиграть. То есть, смотрите, можно вертолета в 3 звезды собрать. И поиграть, соответственно, через вертолета. Что скажете? Если, конечно, получится у меня собрать этого вертолета. Можно будет его собрать в 2 звезды, поставить себе зверей и, соответственно, сыграть вот через зверей вертолета. Я думаю, это будет очень сильно. По крайней мере, мне хочется в это верить. Скилл эгиды украл? Что? Неплохо. Вообще неплохо. Собаку взял. Может быть, баф людей поставлю. Что-то по усилению как-то не особо грустно. Собаку, короче, решил продать, чтобы выйти в 20 монет, если что. Я так в моменте подумал, да зачем мне эта собака? По факту мне эта собака не нужна, она мне только будет занимать место. А лучше вот темного лорда в 2 звезды. Мог бы, конечно, продать фуру и энчу, но, напоминаю, энча это инвестиция в лучшее будущее, поэтому от нее отказываться грех. Там парень с 2 фигурами в 2 звезды сидит. Это плохо. Короче, я сейчас не понял этого момента. Смотрите, он кастует способности гиды, но он ее прокатил в никуда, да? Хотя нет, вот сейчас урон нанесся. Наверное,
Там просто не в прыжке были, и поэтому урон так, ну, мимо прошел. Есть Огр, но... Ух ты, ух ты. Не, ну, в принципе, я тоже рад такой двухзвездочной фигуры. Пусть она будет, хоть она и бесполезная, но, в принципе, я, если что, могу продать. Я бы, конечно, продавался больше, чтобы мне пришел там резак в 2 звезды. А еще лучше, чтобы мне пришел не резак в 2 звезды, а темный лорд. А лучше и тот, чтобы в 2 звезды ко мне пришел. И Клокверк, чтобы пришел в 2 звезды. Ладно, этих продам. Возьму волшебницу, пригодится. Хотя, на самом деле, может и в лучше это в экономику выйти. Не знаю. Надо сейчас последить, как, короче, наносятся способности гида. Да, она наносит урон. Просто, скорее всего, из-за того, что она первого уровня. Ну, кстати, забавно работает. Максимально забавно работает. Я думаю, многие обратили на это внимание. Что он ее кастует с дальности атаки. Интересно. Можешь поставить баф чернокнижников? Да, я выйду, короче, из инкама, поставлю себе баф чернокнижников, потому что я хочу сохранить свой винстрик. Надеюсь, у меня это получится. Все-таки 20% от хила это не шутки. 20% от хила это много. По факту много. Так, нормально, я тут тоже должен выносить. Да, и гида, короче, наносится способность, но из-за того, что первого уровня она имеет маленький радиус, из-за этого так мало урона, и, соответственно, так плохо видно. Я-то думал, что будет как-то получше смотреться, но нет. Ну, зато это мана-реген. Это нюк, это мана-реген. Меня, в принципе, устраивает. Только меня не устраивает то, что ко мне усиление тупо не приходит. Ну, ты просто посмотри. Я 5 раундов ролю. Вон, парню пришел уже резак в 2 звезды. Да. Не, ну а что я хотел? Я хотел легкой жизни. А легкой жизни не будет. Всегда должен быть какой-то подвох, Саня. Всегда. Готовься всегда к этому. Какой-то подвох должен быть. Даже если ты думаешь о том, что все сейчас будет идеально, все будет прекрасно, и жизнь будет просто для тебя мед и малина, то нет. А ну-ка, вынесу. Прикиньте, он меня вынес. А почему? А как он меня вынес? Я хочу на это посмотреть. Ну, там резак в 2 звезды, в принципе. Я думаю, это и понятно. А, вот как он меня вынес. Понятно, понятно. Если бы ракетки все в Тинкера вражеского полетели, то шансы его вынести у меня были бы огромные, но... Ну, вот что не случилось, того не случилось. Собака есть. Ну, в принципе, теперь можно выйти в этот... В баф людей. Я-то рассчитывал, что я винстрик оставлю себе, но... Слишком многого хочу. Слишком многого. Кстати, вот это вот патч, который был, такой мини-патч, такое ощущение, что мобы стали намного слабее. Ну, кроме 40-го раунда. В основном, мне кажется, мобы стали слабее. Вот напишите в комментариях, что вы думаете на этот счет. Потому что, ну, мне кажется, в действительности, то мобы стали слабее. Вот 10-й раунд и первый раунды, вот прям намного слабее они стали. Может, мне, конечно, кажется. О, Лина. О, баф людей. Прекрасно, замечательно, шикарно. Надо было раньше ставить себе баф людей и не париться. Короче, за этот винстрик. А то я слишком много парился. И по итогу зря парился. В общем, нужно сейчас взять 7 уровень. И я думаю, все-таки взять реликвию шлем Ареса. Дай бог, дай бог. Шлем Ареса мне что-то принесет, кроме боли и разочарования. И кроме болтов на 28. По крайней мере, я хочу в это верить. Возьму плащ-пальто, чтоб меня не... Никто. Я думаю, вы поняли, что там должна быть за фраза. Не знаю, короче, какая-то странная эта способность гида у Тинкера. Но это, скорее всего, из-за того, что она в действительности первого уровня имеет маленькую область поражения. Скорее всего. Иного объяснения у меня нет. Вот так. А, он еще и хаотичный договор нашел.
Еще плакать буду. Буду плакать. О, спасибо. Темный лорд. Есть мастерская бума. Короче, реликвий классно здесь, хоть отбавляй. Я взял вот реально шлем Ареса ради того, чтобы вот просто попробовать найти себе раннего гоблина меха легендарного. Надеюсь, я очень надеюсь, что мне фартанет. Очень. Я в шлем Ареса обычно не верю. Почему? Потому что сколько раз я не брал бы шлем Ареса, столько раз бог рандома мне тупо не давал легендарную фигуру за вот, весь 7-й уровень, пока я апаю до 8 уровня, и в принципе я начинаю на 8 ролиться, и там тоже мне кукиш с маслом. Ну, короче, вы поняли, да? Посмотрим. Посмотрим. Нормально, Тинкер камбэкает, у меня 96 хп, сейчас потихонечку пойду в уровень, цветы идут. Может здесь в этой игре будет импреска? Будет обалденно, если здесь в этой игре будет импреска. Можно тогда будет перестроиться в зверей через эмпреску и просто разваливать всем кабину. Там у него 8 винстрик, обалдеть. 8. Сейчас 7-й берем. И погнали. Темный лорд 2 звезды. Я тоже хочу темного лорда в 2 звезды. Очень хочу. У меня на него классная внешка есть с боевого пропуска. Оп. Не, вот сейчас, конечно, было заметно, сколько нанесла способности гиды сворованная. Прям вкусно было. А меня тут отпинали, кстати. Ладно. Ладно. Бывает. Может, игра взять. Соберу в 2 звезды, будет полезный. На самом деле, мне очень нравится новый Огр. Прям, ну, не передать словами, насколько сильно он мне нравится. Может, баф людей тоже убрать, поставить себе лучше 2 темных лордов. Я, конечно, убрал себе баф гоблинов. Но я не думаю, что он так сильно зарешает. Хотя, на самом деле, если на нужного персонажа упадет, то сильно зарешает. Ладно, короче. Мне нравится, как цветки прыгают на лицо, поэтому пусть они присаживаются лучше на лицо. Так, хорошо. Там хитрец уже от панды. Нормально. Держимся. Сейчас все будет. Верим в шлем Ареса. Не верю. Вообще не верю в шлем Ареса, если честно. Такой вот без... Так, тихо. Ребята, подождите, полная концентрация. Так, мне нужны волшебники. Срочно, срочно, волшебники. 2 штуки волшебников. 2 штуки волшебников. Срочно мне надо. Так, один есть. Котел нет. Нет. 8 секунд. Сюда. Так, сюда, сюда. Это сюда. Кому не хватает? Резака. Ух. На 15-м раунде у меня халявные роллы. А мне нравится. Сейчас, на самом деле, мне нравится то, что у меня еще есть яйцо. Только хотел сказать, что у меня бесполезная реликвия шлема Ареса, которая мне тоже ничего не принесет. Просто на 7 уровне мне приносит она минера. Все, я забираю свои слова назад. Шлем Ареса не бесполезная реликвия. По крайней мере, она делает контент. Ладно, в принципе, сейчас кучу легендарок открою. Получу кучу денег за это. На самом деле, как хорошо, что сделали, что когда ты раскрываешь легендарную фигуру, ты получаешь 5 монет. Чисто такой кэшбэк. Так, это мне все не надо. На самом деле, обидно. Обидно, что мне не пришел минер. Очень обидно то, что мне не пришел минер. Я на него очень-очень-очень рассчитывал. Потому что с минером в 2 звезды я был бы уверен на 200%, что я бы побеждал раунды. А так, к сожалению, есть проблемка. Я могу эти раунды не тащить. Но этого паренька я должен забрать спокойно. Реально, на 7 уровне достал минера. Боже, я давно такого не видел. Вот честное слово, сколько раз я брал шлем Ареса, ни разу я не доставал легендарные фигуры ранние. А тут просто как под заказ.
Ну, ну, минера дай мне, пожалуйста. Ну, что ты такой жлоб? Капец. Кстати, а тут есть 6 богов. На секундочку. На секундочку, здесь есть 6 богов. О как. У меня есть один интересный план. Собрать трехзвездочные легендарные фигуры и поставить все 6 богов сверху. Как вам? Я думаю, будет круто. Обидно то, что реально мне не пришел минеров. Этот бы минеров 2 звезды мне решал все игры. Ну просто я уже 2 халявных ролла сделал на золотые. И тупо не приходят. Не знаю, может эльфов заблокировать. Там 2 легендарные фигуры эльфов. Сразу их исключу. Ладно. Нужно друида найти. Хочу лешего поставить. Так, спасибо. Так, антимаг. Нужен ли мне антимаг в целом? Я думаю, антимаг в целом мне не нужен. Думаю, в целом антимаг мне не нужен. Омник мне нужен-то по-любому. А вот антимаг не особо. Так, челик с винстриком пришел ко мне, хорошо. Ой-ой, у меня леший с блинком. Протупил. Хотя я и так тут не выигрывал. Это из-за того, что у меня леший неправильно стоял. Если бы у меня леший стоял правильно, я думаю, я бы смог его затащить. Но вон какие они все побитые остались. Ну, сам дурак, сам дурак. Да. Я, наверное, поставлю баф гоблинов. Мне кажется, он зарешает. Мне кажется, он зарешает в этой игре. А еще у меня так нос чешется. Ой-ой-ой. Может рискнуть, может рефрешер найду. Я хочу рискнуть. Ой, перчатка и рефрешер. Ну я в рефрешер как-то хочу более поверить. Я понимаю, что мина это слишком сильно, но мне кажется, ну, чистого урона мина. Под перчаткой 4 тира. Но мне кажется, рефрешер будет полезнее. Как минимум из-за того, что мана реген. И, соответственно, там будет 2 минки становиться. Ну, короче, я считаю, что я сделал правильный выбор сейчас с рефрешером. И если сейчас повезет мне с минером, то у меня будет минеров 2 звезды. И будет все замечательно. Я буду спокойно тащить. Что ж такое началось? И горло начало першить, и нос чухаться. Что за бред? Так. Дизраптора я собирать буду. Это очень полезный персонаж. Ни в коем случае я его не буду продавать. Жалко, что мне опять минер не пришел. Вот сколько я сейчас роллов сделал? Напишите в комменты. Вот сколько я сделал роллов, и мне тупо ни одного минера не упало. Это обидно. Это реально обидно. Рассчитываешь на одно, приходит третье. Оп, 2 минки. Не, ну мне 2 минки нравятся. 2 минки это хорошо. Оп, Мора. Я возьму Мамору. И в Мамору закину дизраптора. Раз хорошо так дизраптор идет, то я думаю, будет прекрасно. Да, дизраптор мне просто идет нереально хорошо. Поэтому, наверное, все-таки я оставлю себе дизраптора. Надо кого-то продать, я тупо не знаю даже кого продать. Может, лешего продать или омника пока что продать. Слишком хорошие легендарные фигуры, чтобы их продавать. Я, наверное, сейчас заблокирую всех. А на следующем раунде, если что, докуплю. Ну, сразу куплю там некоторые легендарные фигуры. Рольну вот эти вот, соответственно, золотые роллы. И найду некоторые фигурки, которые мне нужны. Минера тупо не хватает. На самом деле... Короче, я уже 10 тысяч раз сказал о том, что
Минер слабый у меня. А вот тут, кстати, бы перчатка 4-го тира мне пригодилась бы больше. Потому что это рыцарь, они сейчас ну, вообще почти урона не получат. Ну да. Ну ладно. Опа! Я там винстрик сбил тому молодому. Ладно. Это мне нравится. Этим я доволен. Я ему сбил 12 винстрик. Все-таки карма существует. Все-таки карма существует. Давай. Сейчас на следующем раунде мне Мамора принесет то, что мне надо. Короче, пока что Варлока продам. И, наверное, предметов Дизраптора закину. Я думаю, сейчас 2 тучки больше надамажат, нежели 2 мины. Хотя я могу ошибаться. Просто здесь будет такой размазанный урон от тучек. А от мин он моментальный. Соответственно, не отхилится, если что, не сможет. А тут все равно отхила нету. Хитрец 2 звезды. Ну как же все равно? Как же все равно? Ой-ой-ой, и Зевс, и Дизраптор. Пожалуйста, гнездо Маморы, дай мне... Спасибо. Спасибо, бог рандома. Ладно. Ситуация становится намного лучше, чем была. Дизрапторов 3 звезды. Я думаю, будет намного жестче. Причем еще и с рефрешером. Ой, там чел тоже, кстати, минера себе нашел. Но самое главное, чтобы вот этот вот чел на мехах, ну, не выигрывал. Это самое главное, чтобы он сейчас не выигрывал. Если он будет выигрывать, мне это будет очень плохо. Минер. Спустя сколько раундов я там проролил, и мне пришел минер? Сколько раундов? Раундов, наверное, 7. Получается, с 15-го. Ну, там парочку раундов я проиграл. Ну, короче, раундов 5-6 я точно проролил, и вот сейчас мне только минер пришел. Я считаю, нормально. Не, ну я слишком зажрался. Я это прекрасно понимаю. Но! За все мои страдания, за все мои усилия, я думаю, меня стоит вознаградить. Да. Может реально эльфов заблокировать. Минус 2 легендарные фигуры будет. Но мне, по сути, мне особо даже и не падают эти легендарные фигуры. Как же Дизраптор в 3 звезды выжигает. Вот это мне нравится. Вот это вот реально вкусно. Вот это я понимаю. Развал кабины. Они его кормят, и он сейчас на мобах еще будет. Ой-ой-ой. Ну, ты не будешь ролить золотые роллы? Ладно. Мне, в принципе, это только на руку. Пусть не ролит. Пусть делает, что хочет. Хочет не ролить, пусть не ролит. Сейчас бы самое главное от мобов не откиснуть. Сейчас самое главное не откиснуть от мобов. Вообще мне надо еще и 9-й взять. Блин, так урона мало. Еще и минку не успел поставить. Пожалуйста, от мобов не откисни только, пожалуйста. У меня дизраптор под бафом гоблинов. Боже, небеса сошлись все. Все созвездие сошлось. Хорош. Драконий рог сюда! Леший. О. Вот это я имбу сейчас получил. Я бы хотел найти посох 3-го тира. Короче, все. Я план свой построил. Делаем следующее. Собираем минера в 3 звезды. Либо лешего.
Ой, Лешего. Вот зачем я тебе вспомнил? Ты ко мне пришел из-за этого. Да. Ну, спасибо, хоть минер. На 26-м 2 звезды. Мне это нравится. Так, Варлок. С обычного рола. Хорош. Мне надо 9 взять. Хочешь, не хочешь, Саня, но 9 надо взять. Ладно, Варлок у меня есть. Короче, план таков. Собираем в 3 звезды 2 легендарные фигуры. В идеале это, конечно, собрать Дизраптора плюс Минера и Омника. Вот эти вот 3 легендарные фигуры. Все, собираем эти 3 легендарные фигуры в 3 звезды, ставим себе 6 богов. Если на сдачу смогу собрать себе Зевса в 3 звезды, то и, соответственно, и Зевса собираем. Блин, как же с посохом 3-го тира бы выжигал. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Я думаю, сейчас можно, в принципе, и попробовать будет рольнуть. Вертолет. Чтоб ты долго жил, вертолет. Вертолетов 3 звезды я не хочу собирать, если честно. Лучше уже Варлока собрать в 3 звезды. Кстати, вот и Рок Войны пришел. Под Варлока. Пригодится. Еще один Драконий Рог мне упал. Ну, возьмем, наверное, под Минера Драконий Рог. Чтобы у меня прям такой инкастовый прокаст был. Ладно. Вертолет в 3 звезды мне не нужен. В 2 звезды его достаточно будет с головой. Там есть ДК. Но мне абсолютно плевать на этого ДК. Что мне еще такого вот по предметам надо? На самом деле мне нужен просто посох 3-го тира. Ну, можно, конечно, перчатку демонов еще на сдачу взять. Ну, чисто, знаете, чтобы под минки закинуть, чтобы мины дамажили чистым уроном. А вот, кстати, рыцарь. Рыцарь, помнишь, ты ко мне там приходил и, ну, меня аннигилировал? Когда я там, ну, немножко рос, все такое, помнишь? Как тебе такой вот прикольчик, а? А я вырос. Я кушал вкусную растишку. Там есть 2 нужных героя. Умри. Тут тоже, кстати, имбулька растет, а он вертолета собирает. А он, к сожалению, собирает вертолета. Эх, хотелось бы мне Лешего собрать в 3 звезды через друидов. Но либо я Лешего соберу так, без друидов. Либо же сейчас продам его к чертовой бабушке и не буду париться. И останется он у меня в 2 звезды. Марси, конечно, сильна. Честно, я подумал в моменте, что сейчас щит 5-го тира прокнет, и он просто возвраткой меня уничтожит. Оу, Свен в 2 звезды сразу пришел. Спасибо, конечно. Спасибо, конечно, за такую щедрость, но мне такого не надо. Так, ладно. Что мы делаем? Продаем Лешего. И мне просто обычным роллом приходит энча. Ну, вкусно. Ну, вкусно. Иди-ка ты гуляй лесом. Блин, это если я Омников 3 звезды соберу, это ж я буду неубиваемый. Кстати, если что, я всех кучно поставил не просто так, если кто думает, что это какой-то бред. То, что я так сделал, нет, ребят, это не бред. Это мой уникальный, гениальный план. Все просто. Видите, как тучка работает Дизраптора? Вот поэтому я так и поставил. А так как там никто Дизраптора не собирает, буду собирать его я.
И буду, соответственно, накидывать тучку на всех. Глобальный сайленс, он таков. Ладно. О, маневр. В самом деле, я так не хочу сейчас пожадничать. Просто понимаете, я сейчас бы мог уже поставить 6 богов и спокойно как бы выигрывать. Но я сейчас жадничаю. И эта жадность может привести к тому, что я могу отлететь. Поэтому знаете что, я, наверное, на следующем раунде жадничать не буду. Я возьму, поставлю себе 4 бога. И уже начну просто уничтожать. Дизраптор в 3 звезды, конечно, силен под рефрешером, но этого может быть недостаточно. Ну, просто надо реально не пережадничать. Если я пережадничаю, будет печально. Так, 2 минки хорошо накинулось, отлично. Я бы с удовольствием миньора в 3 звезды бы сделал. Это было бы прям очень вкусно. Сумка пандомена, мастерская бума. Естественно, сумка пандомена. Я еще и думаю. Прикиньте. Мне нужно... Не хватает чуть-чуть. Чуть-чуть не хватает. Без разницы, в принципе, кому этот рог закинуть. Он мне сейчас бесполезен. Марси там сильная, но недостаточно. У меня стол намного сильнее. В обычных условиях бы там Марси, скорее всего, бы меня вынесла. Скорее всего. Но тут я просто гигантский, поэтому вообще все равно. Не знаю, я эльфов, короче, заблокирую, они мне не нравятся. Так, на следующем раунде, я надеюсь, хотя бы Варлок ко мне придет, чтобы он не заскал, ну, короче, скамейку не засорял мне. Сдохни. Хорошо. А то там Свен как-то, знаете, раскочегарился. 8500 урона мне нанес. Ты глянь, какой он. Ого, Варлок в 3 звезды, отлично. Не, ну так дешево, в принципе, можно собрать и... Ладно, Леша, иди-ка ты гуляй. Я, наверное, уже не буду жадничать. Я все-таки поставлю 4 бога. Да, все, хватит. На 35-м раунде, если доживут, я, соответственно, поставлю себе 6 мехов. И, может быть, там соберу там минера, к примеру. Ну, минера мне бы хотелось. Вообще, мне хотелось бы омников 3 звезды собрать. Но у меня Варлок сейчас под рогом войны. Сейчас... Вот, как раз против рыцарей Варлок нормально зайдет. Голем это бьют чистым уроном и выжигают чистым уроном, насколько я правильно помню. Плюс омник с минимальной перезарядкой на способности. Нормально. Хорош. Но Омник 3 звезды, конечно, смотрелся бы поярче. Но вот согласитесь, Омник в 3 звезды смотрелся бы намного поярче. Кстати, надо взять уровень. Мне нужен 9 и поставить себе 6 богов сверху, и все, это будет аннигиляция полная. Вообще мне посох 3-го тира еще бы найти в идеале. Было бы вкусно, но пока не могу. Может сейчас на 35-м раунде получится найти себе посох 3-го тира. Не, ну это красиво смотрится. Варлок в 3 звезды. Нормально. На сдачу собрал. Да, стол, конечно, можно было бы сделать и сильнее. Но я не захотел жадничать, серьезно. Я просто себя прекрасно знаю. Я сейчас начну жадничать и начну сейчас пытаться как-то выкручиваться и тому подобное. А там противники соберут против меня контрпик лютый. И все, и ГГ. Ой. Сразу минус половина хп. Не надо, дядя? Не надо, дядя. Не надо. Все, самая главная опасность я выкинул из игры. Ну, для меня самая главная опасность. Так, тут мех же сдохнет, я надеюсь.
Или Свен там порвет. Фух. Хорошо. Очень-очень хорошо. Рыцарь выиграл. Рыцарь выиграл меха. Я надеюсь, сейчас ко мне придет этот мех, я его аннигилирую. И все. 40 опыта мне надо. Я тогда смогу убрать минера и поставить себе 6 богов. Я думаю, будет намного приятнее. Ой, там БКБ он нашел на ДК. Я думаю, БКБ ему не поможет. У меня слишком огромный стол. Плюс сейчас будут огромные големы спамиться. Думаю, не поможет ему это. Нормально, конечно, големы там наваливают. О-хо-хо-хо-хо! Я там гоблина меха просто взорвал. Ай-яй-яй, одного хп не хватило. Вот бы голем заспамился, и все. И игра бы на 34 раунда всего лишь была. Ну, чуть-чуть не хватило, чуть-чуть. Так. Не знаю, я, наверное, вместо Дизраптора поставлю Варлока, потому что Варлока я как-то поболее верю. Сейчас он наспамит своих големов, и я думаю, дракон тогда умрет быстрее. Все, сейчас последний раунд. И дальше забиваем последний гвоздь в крышку гроба этому рыцарю. Устроим похоронное бюро. 10 тысяч. Ну, да. Как же жестко он выжигается. Ну, как-то мало големов спамится 3 звезды. Вроде как бы сильно, вроде как не сильно. Еще рефрешер. Но я возьму. Рефрешеров много не бывает. Притом я сейчас 6 богов поставлю. Так что вообще имба будет. Так, минер лишний. Прости, минерчик. Прости. У меня, кстати... ну, цепочка все равно работать не будет. Ну, так, в принципе, плевать, на самом деле. Это сейчас, скорее всего, будет уже конечная. Так, где мой драконий рог? Вот он. Потерял. Немного потерял драконий рог. Так, ставлю всех кучно, не просто так, кто вдруг не понимает, почему. А после 3-го тира дашь? Напоследок. Ладно. Взял бы лучше очищающую сферу. Ну чё, погнали. Темного лорда в 3 звезды закирил. Но я думаю, это ему не поможет. Хотя там на самом деле он серьезный. С очищающей сферой, с багровым клинком, на это ему тупо не помогло. Вот это я понимаю игра. За все мои страдания на 15-м раунде получаю себе фулл гоблинов мехов. Я считаю, достойно. Очень достойно. Наныл! Сегодня обошлись без болтов на 28. Не, ну красиво, красиво. Точнее, красивые у него предметы, красивые. Не было бы у меня омника, он даже мог бы меня вынести в моменте. Но из-за того, что у меня есть омник, из-за того, что у меня есть, соответственно, снятие дебафов, он бесполезен против меня. Да, у него там есть очищающая сфера, багровый клинок, но омник все это просто тупо сбрасывает. Кайф. Ой-ой-ой, хорошая игра. Хорошая. Мне понравилось, мне очень понравилось. Ну, конечно, кому бы еще не понравилось на 15-м раунде иметь фулл гоблинов мехов. Ну, ладно, гоблинов не фулл, ну хотя бы фулл мехов. Вот кому бы не понравилось на 15-м раунде такое иметь. На самом деле, если бы мне на 15-м раунде упал бы минер, то игра бы намного лучше пошла бы у меня. Но... И так хорошо. Что-то я слишком уже губу как-то раскатал. Да, слишком губу раскатал. Слишком. Ладно, ладно, ладно. Все, не будем раскатывать губу. Что? Ничего добавить мне по этой игре. Показал свой максимум скилла.
Поэтому, ребят, если вам что-то так не идет, то вам просто нужно прокачать ваш собственный скилл, и тогда вам все будет идти. А так, ребят, что думаете по поводу этой игры, вы напишите в комментариях. Также не забудьте поставить свой лайк, чтобы поддержать меня, и мне будет намного приятнее, соответственно. Также не забываем оставлять комментарии, чтобы ролик продвинулся в тренды рекомендаций. Если вы на меня еще не подписаны, обязательно подписываемся. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр, и всем удачи!